2023 год необычных событий в мире кино. Забастовки, провалы блокбастеров, оригинальные премьеры и неожиданные хиты проката. Даже мем-феномены вроде Барбенгеймер. Для киноиндустрии это был год вызовов и изменений. И неудивительно, что он подарил нам множество прекрасных новинок. Привет, киноманы! Вы на канале Shadow Tavern. И сегодня я начинаю подводить итоги прошлого года. В этом выпуске 7 из лучших фильмов, вышедших в 2023, и все они с рейтингом 7 или выше на IMDb. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. 2-3 «Демон, приди». В центре сюжета группа подростков, которые заполучают старинную керамику с обрубленной человеческой рукой внутри, на которой предыдущие владельцы оставили таинственные надписи и знаки. Оказывается, что рука — это своеобразный телефон в потусторонний мир. Держа ее за кисть и произнося «поговори со мной», можно связаться с духом умершего человека. А сказав «я впускаю тебя», можно дать духу на время овладеть твоим телом и узнать его мысли и чувства, а заодно получить нехилый кайф. Друзья решают сделать из этого забаву и записывают свои игры на видео, естественно, ради хайпа в соцсетях. Но игры с духами не шутка. Они могут быть опасными и непредсказуемыми, особенно если нарушить правила и держать руку слишком долго. Тогда может произойти то, чего никто не ожидал. Высвободится злая и могущественная сущность, которая будет мстить за свое беспокойство и изводить того, кто нарушил запрет. Фильм — это дебют братьев Дэнни и Майкла Филлипу, которые известны своими виральными видео на YouTube и короткометражками. Они придумали уникальную историю, в которой сочетаются классические мотивы хорроров с актуальными темами технологий и социальных медиа. 2-3 «Демон, приди» — это фильм, который не оставит вас равнодушными. Он поражает реалистичными и пугающими практическими эффектами, которые создают живое и мрачное представление об игре с духами и ее последствиях. Честно говоря, это, пожалуй, один из самых страшных фильмов, которые я смотрел за последние годы. Он был потрясающим, крайне непредсказуемым и невероятно напряженным. Это один из немногих фильмов, во время просмотра которых я совершенно не представлял, чего ожидать дальше. И это один из лучших хорроров 2023, который точно обязателен для просмотра поклонниками жанра. «Герой наших снов» — остроумная сатира, которая раскрывает абсурд и непостоянство славы в эпоху соцмедиа. Николас Кейдж сыграл одну из своих самых ярких ролей — Пола Мэтьюса, уставшего и разочарованного преподавателя биологии, который, по сути, не нужен никому в мире. Поэтому, когда весь мир необъяснимым образом начинает видеть его в своих снах, мечтать о нем и превозносить, это не только странно, но и довольно лестно для парня, который просто хочет, чтобы в жизни его хоть немного ценили. Но то, что поначалу кажется исполнением желаний, вскоре становится кошмаром, ведь его альтер-эго и сновидений показывает всем свою ненависть и злобу, разрушая доброе имя и жизнь Пола. Фильм наполнен смешными и потрясающими эпизодами, от экзотических до разноплановых сцен, от эротических грез до кровавого безумия. Сценарист и режиссер Кристофер Боргли мастерски использует сюрреалистический сюжет фильма, чтобы высмеять культ личности, подчеркнуть мощь подсознания и указать на риск потерять власть над своим «я». «Подземелья и драконы. Честь среди воров». Фэнтезийный комедийный боевик, который переносит нас в удивительный мир легендарной ролевой игры. Главный герой фильма — Эджин Дарвис, бывший орфист и очаровательный вор, который собирает команду отчаянных искателей приключений. Их цель — спасти дочь Эджина и найти древнюю реликвию, способную вернуть к жизни мертвых. События разворачиваются в забытых королевствах, одном из самых известных и любимых миров D&D. Фильм — это веселое и захватывающее приключение, которое дает дань уважения игре и ее фанатам, но также привлекает внимание широкой публики. Он полон отсылок и пасхалок, связанных с игрой, включая даже многочисленные мемы онлайн-сообщества. Он также оригинально использует механику и правила игры, чтобы создать смешные напряженные ситуации. Юмор часто основан на характерах и взаимоотношениях персонажей, которые замечательно раскрыты актерами. Кроме того, он поражает своей визуальной стороной. Операторская работа, дизайн и спецэффекты на высшем уровне. Фильм, увы, не стал блокбастером, но получит продолжение в виде сериала на Paramount+. Я лично считаю это потрясающей новостью. Фэнтези как жанр сейчас испытывает откровенный кризис, и безумно редко появляются такие хорошие новинки, которые могут завоевать сердца зрителей. «Кто убил Блэкбери» — это биографическая комедийно-драматическая экранизация книги «Потеря сигнала», которая повествует о том, как появился и рухнул первый смартфон в истории. Фильм разделен на две части, каждая из которых показывает различные этапы развития Блэкбери. В первой части события происходят в 1996 году. Мы узнаем, как Лазаридис и Фрэгин, два друга-изобретателя из канадского городка Уотерлоу, придумали уникальное устройство, которое могло отправлять и принимать электронные письма по радиосвязи, и назвали его Pocket Link. Они представили свое изобретение Балсилли, смекалистому менеджеру, который был восхищен технологией и идеей, но не названием. Итак, после ребрендинга появилась компания, которую вскоре узнает весь мир. Вторая часть переносит нас в 2003. Мы видим, как BlackBerry достигает огромного успеха, занимает лидирующие позиции на рынке и даже получает прозвище Crackberry за свою привлекательность. Но компания сталкивается с сильным соперником, который производит персональные цифровые ассистенты, ПДА. Теперь все под угрозой. Репутация, технологии и доверие партнеров. Фильм написан остроумно, умно и с юмором, показывая, как деньги и алчность могут разрушить творчество и фантазию.
фантазию. В фильме есть множество замечательных диалогов, умных аллюзий, запоминающихся музыкальных композиций, которые создают необычную и захватывающую атмосферу. Air «Большой прыжок» — биографическая драма о спорте и бизнесе, которая повествует о том, как один маркетолог изменил историю баскетбола и обувной индустрии, уговорив Nike заключить контракт с Майклом Джорданом. В главной роли Мэтт Дэймон, который играет Сони Вакара, неординарного и харизматичного рекрутера, который увидел в Джордане, тогда еще молодом и неизвестном игроке, огромный потенциал. Вакара поставил на карту свою карьеру и репутацию, чтобы убедить руководство Nike, в том числе Фила Найта и Роберта Страссера, сделать Джордану предложение, которое он не сможет отклонить — собственную линию обуви Air Jordan. Вакара также находит и ключик к будущей звезде, его мать Делорис, которая хотела для своего сына лучшего и понимала, каким талантом он одарен. Фильм — это увлекательная остроумная драма, которая захватывает зрителей благодаря живым диалогам, искрометному юмору и атмосфере 80-х. Сам Майкл Джордан не появляется на экране, но режиссер использует хитрости, чтобы создать ощущение его присутствия, например, голос за кадром, силуэты и документальной съемки. Это позволяет сфокусироваться на других героях и их судьбах, а также уважительно относится к личной жизни Джордана и его спортивным достижениям. «Мальчик и птица» — новая анимационная лента от Хаяо Миядзаки, легенды мирового кинематографа и основателя студио Гибли. Фильм представляет собой полуавтобиографическую сказку о жизни, смерти и творчестве, которая основана на воспоминаниях Миядзаки о своем детстве и на романе Гензабура Йосина «Как поживаете». Главный герой фильма Махита Маки, 12-летний мальчик, который потерял мать в пожаре в больнице во время Второй мировой. Он перебирается в деревню, в дом, к своему отцу Сёити, инженеру истребителей, и мачехе Нацука, сестре умершей матери. Однажды Махита замечает загадочную серую цаплю, которая умеет говорить. Следуя за ней, Махита попадает в удивительный мир, где сосуществуют живые и умершие, и открывает для себя тайны этого мира и свою судьбу. Он узнает, как ценить жизнь со всеми ее радостями и горестями, как преодолевать свои слабости и страхи. Фильм — это глубокая и трогательная исповедь Миядзаки, в которой он открывает свою душу и делится опытом. В нем присутствует дань памяти его другу и соратнику Исао Такахати, покинувшему этот мир в 2018-м, и почтение традициям студио Гибли. В нем можно найти множество культурных и религиозных символов, скрытых смыслов и отсылок к предыдущим работам студии. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.